На заре зарождения автомобильной промышленности Соединенных Штатов компании по производству самоходной техники в основном были сосредоточены на северо-востоке и Среднем Западе. Но на западном побережье, и в частности в Калифорнии, тоже были свои промышленники. При относительно небольших объемах производства здесь тоже были лидеры, продукция которых в той же Калифорнии очень быстро стала популярной до Первой мировой войны. Одним из них стала компания Auto Vehicle, которую в мае 1902 года основали Уильям Бёрнхэм из Оранж, Кэрол Хартман из Пасадены и Уиллис Лангир, работавший в Security Savings Bank в Оушен-парке. Построив фабрику на Норс-Мейн-стрит в Лос-Анджелесе, компания была нацелена наладить производство автомобилей под маркой «Турист». Воплотить в жизнь конструкцию и руководить производственным процессом был нанят инженер Ральф Хейн, у которого неподалеку была своя собственная механическая мастерская. Оставив свой бизнес, он погружается в наемную работу и разрабатывает для новоиспеченного автопроизводителя прототип с одноцилиндровым силовым агрегатом, выдающим 6 сил. Однако тесты выявили неудачность конструкции, и эту концепцию пришлось отбросить. Далее исторические источники немного противоречат друг другу, и события развивались по двум сценариям. Согласно первому варианту, чтобы исправить ошибки, в том же 1902 году был нанят еще один инженер из Пасадены – Волдемар Хэнсон, с помощью которого был разработан автомобиль с двухцилиндровым силовым агрегатом мощностью 8 сил. Двигатель представлял собой 196-кубовую горизонтально-оппозитную установку, расположенную в середине кузова. Крутящий момент передавался на задние колеса через двухступенчатую коробку передач «Фантом» с помощью цепного привода «Синги». После многочисленных тестов он был наконец-то запущен в производство. До конца 1902 года успели построить 12 автомобилей. Однако Хейн остался недоволен результатом и решил покинуть компанию, не веря в перспективы ее развития. На смену ему в следующем 1903 году был нанят человек, не понаслышке знающий толк в автомобилях. Им стал Уотт Морланд, долгое время работавший в автомобильной компании Винтон из Кливленда, производивший довольно известные в ту эпоху автомобили, а за год до перехода в Риверсайде разработавший модель марки Магнолия. Кстати, как утверждают некоторые источники, этот единственный прототип буквально развалился во время испытательного заезда. И вот здесь как раз есть небольшие разногласия. Считается, что Хейн построил одноцилиндровый двигатель, и именно в таком исполнении в 1902 году и были построены 12 машин. Неудовлетворенные результатом владельцы компании нанимают Морланда, несмотря на его недавнюю неудачу. Учтя все ошибки и используя немалый опыт, именно он разрабатывает для компании вышеупомянутый 8-сильный двухцилиндровый двигатель, который отлично показал себя на испытании. Впоследствии он доработал конструкцию, и в 1904 году отдача силового агрегата «Туриста» увеличилась до 12 сил. Как на самом деле развивался сюжет, решайте для себя сами. Возможно, события происходили и каким-то третьим альтернативным путем. Что касается продукции «Турист», то и в 1903 и в 1904 году на выбор покупателей предлагалось два варианта кузова в двух- или четырехместном исполнении «Туринг». Цена на них составляла $1000 независимо от версии. Спустя год, в 1905-м, компания переехала в более просторные помещения на углу 10-й улицы и Саут-Мейн. Отныне автомобили получили доработанные силовые агрегаты, благодаря чему их мощность возросла до 20 лошадиных сил. Единственный автомобиль получил название Model K, и его кузов в стиле туринг предлагался теперь только в пятиместном исполнении. Длина базы увеличилась с 72 до 90 дюймов. Ценник тоже немного стал выше, но все равно оставался на приемлемом уровне, учитывая большие конструктивные изменения, и составлял $1250. Морланд оставался в компании до 1906 года и покинул ее, чтобы снова воссоединиться с Александром Уинтоном, согласившись на его предложение о запуске нового бренда Dura-Car, производство которого планировалось наладить на западном побережье. После ухода Морланда движущей силой компании стал Волни Бёрдсли, известный тем, что в 1901-1902 годах
стал одним из основателей предприятия по производству двухцилиндровых автомобилей под маркой Darling в штате Огайо. Он лично замыкает вопрос по продажам, поставив цель увеличить их объемы. Дело в том, что на протяжении всех этих лет темпы производства туриста росли очень медленно. В 1903 было построено всего лишь 7 автомобилей, в 1904 – 75, а в 1905 – 150 единиц. С приходом Берцли в 1906 году продажи увеличились до 500 штук. На то было несколько причин. Во-первых, произошло расширение модельного ряда. К уже знакомой Model K, у которой, за исключением чуть уменьшившейся до 88 дюймов базы, никаких изменений не было, добавили четырехцилиндровую 35-сильную Model M. Новинка предлагалась с таким же пятиместным кузовом Touring, как и у младшего брата, но установленного на шасси с длиной базы в 100 дюймов. Стоила она, правда, в 2 раза дороже, предлагаясь по цене в $2500. А еще немалую роль в привлечении потенциальных покупателей сыграло то, что автомобили «Турист» были очень стильными и предлагались в смелой и яркой окраске. Зачастую это было двухцветное исполнение в самом разнообразном сочетании оттенков. Это, кстати, было характерной чертой многих автомобилей, произведенных на западном побережье, и выгодно отличало эту продукцию от аналогов с Востока. В 1907 и 1908 годах модельная линейка снова расширяется. Все модели получают в названии индекс 7, но это не означало, что все они стали семиместными, как можно было изначально подумать. Стандартной оставалась Model K все в том же пятиместном исполнении, но вернувшаяся на базу длиной 90 дюймов. И за те же деньги, что и в предыдущем году – $1250. А Model M вытеснили 2 новинки с 4-цилиндровым двигателем, предлагающим либо стандартные 35 сил, либо доработанные 40 по желанию клиентов. Их база стала еще длиннее, чем у предшественника, и теперь составляет 108 дюймов. Первая новинка Model N7 была доступна в двухместном исполнении Runabout или семиместном Touring, стоившие $2500 и $2600 соответственно. Вторая, Model G7, представляла собой роскошный кузов-лимузин на 7 мест, цена которой, внимание, была до этого просто неслыханной для марки «Турист» – $4500. Кстати, помимо стандартного модельного ряда предприятие выпускало и грузовые автомобили. И в 1908 году Auto Vehicle Company осуществила поставку 2 пожарных машин для пожарного департамента Голливуда. В 1909 году модельная линейка стала еще шире и отныне насчитывала аж 5 моделей в самых разнообразных модификациях. Двухцилиндровые мощностью 22 или 24 лошадиные силы Type B Touring и Type O Roadster переехали на шасси с длиной базы 102 дюйма и продавались за приемлемую $1300. Начальный 4-цилиндровый Type G был доступен только в кузове Touring, но с 3, 4 или 5 местами на выбор клиентов и стоил $1650. А топовые машины стали теперь самыми крупными за все время и имели длину базы в 118 дюймов. Type H с 4-местным кузовом Roadster и 5-местным Touring покупатели могли приобрести аж с 4 модификациями мотора – 35, 40, 45 и 50 лошадиных сил. И несмотря на обилие серьезных изменений, ценник по сравнению с предшественниками тоже остался прежним – от $2250 до $2500. А Type L, по сути заменившая Model G7, но ставшая немного крупнее за счет увеличившейся колесной базы, оказалась даже дешевле – $3800. Казалось бы, успех и развитие производства очевидны, но на деле все оказалось не так красиво, как выглядело на бумаге. Первое упоминание в прессе о проблемах появилось в ноябре 1909 года, где компания Auto Vehicle, не имеющая патента Селдона, пожаловалась на проблемы с поставками запчастей. Тут необходимо коротко пояснить, что же представлял собой этот патент и почему это было важно для автопроизводителя той эпохи. В 1895 году американец Джордж Болдуин Селдон, изобретатель зари автомобильного века, патентный юрист, позднее получивший прозвище «патентный тролль», сумел получить государственный патент на автомобиль. При этом патентом защищалась не какая-то отдельная часть машины, а система узлов и агрегатов в целом.
Заполучив годами желанный документ, Селдон стал поголовно привлекать к ответственности каждого, кто брался производить автомобили на территории Соединенных Штатов. Интересным фактом оказалось то, что лишь спустя значительное время после начала судебных споров Селдон создал свою собственную компанию Seldon Motor Vehicle. Благодаря сотням удовлетворенных исков можно легко представить, какое количество производителей регулярно выплачивали Селдону денежные средства. Все, кто заключил с ним соглашение, организовали ассоциацию производителей лицензионных автомобилей. Интересно, что сам Генри Форд тоже столкнулся с аналогичной проблемой и с самого начала был готов к сделке. Но в 1903 году в ассоциацию его просто-напросто не приняли. Амбициозный новичок пугал всех своим напором и решительностью и оказался в Детройте не у дел. Но тут, как в известной поговорке, нашла коса на камень. Форд нанял дорогих адвокатов, и процесс тяжбы с Селдоном затянулся на долгие 6 лет. Главным аргументом выступал факт того, что, несмотря на юридическую сторону вопроса и зарегистрированный патент, Селдон абсолютно никаким образом не повлиял на автомобильную индустрию. К тому же впервые самоходные транспортные средства начали исследовать в историческом разрезе, и требовалось доказать, что автомобили существовали и до Селдона. В 1909 году суд первой инстанции встал на сторону владельца патента. Однако в 1911 апелляция Форда была удовлетворена. Селдон проиграл, когда до окончания действия его патента оставался всего год. Но это стало переломным моментом в его судьбе. Резко оборвавшиеся денежные потоки привели к тому, что он попытался реорганизовать свою компанию под производство грузовиков, но деятельность эта не приносила должного дохода. Серьезно подорвав здоровье, Селдон скончался в 1922 в возрасте 75 лет. Вернемся к теме нашего выпуска. Итак, стало известно, что компания начинает испытывать проблемы. И уже в том же месяце ее активы были проданы новообразованной California Automobile Company. Создал и возглавил ее никто иной, как Берцли. В 1910-м продукция завода представляла собой ту же модельную линейку, что и годом ранее. Но теперь она выпускалась не только под привычным брендом «Турист», но и под новой маркой «Калифорния», которую представили на автомобильной выставке Южной Калифорнии в феврале 1910-го. Модели, носившие имя Ford, как нетрудно догадаться, оснащались исключительно 4-цилиндровыми моторами. 30-сильная версия с кузовом торпеда предлагалась за $1300. 40- и 50-сильные Touring были аналогичны модели Туриста Type H, но стоили немного дороже своих прародителей – $2250 и $3000 соответственно. К сожалению, все по той же причине, что и ранее, до осени так и не удалось наладить беспроблемную поставку комплектующих и запасных частей. Поэтому, построив 150 машин на два бренда, уже в сентябре 1910-го производство свернули. А марку «Калифорния» решили оставить в качестве дилера, заключив договоры с такими автопроизводителями, как Firestone Columbus, Warren Detroit и Columbus Electric. Производственные цеха, оборудование и оставшиеся комплектующие были проданы Уильяму Джеймсу Берту, который организовал центры по техническому обслуживанию всех автомобилей «Турист» и «Калифорния». Берт был, что называется, своим человеком и ранее работал в структуре Auto Vehicle, так что сделка по продаже активов прошла гладко и сулила хорошие перспективы для всех владельцев транспортных средств, выпущенных этой компанией. Несмотря на короткую жизнь, «Турист» оказался весьма неплохим предложением на рынке. Конструкция оказалась надежной, к тому же даже после закрытия главного офиса их владельцы еще долгое время могли рассчитывать на поддержку со стороны официального сервиса. Что касается California Automobile Company, то она не была ликвидирована, и спустя несколько лет после того, как патент Селдона был аннулирован решением суда, в 1914 году вернулась в автомобильную промышленность с новым электромобилем, носившим имя президента компании Берцли. Но это уже совсем другая история. А вот и причина выхода сегодняшнего рассказа. Это турист модель K Touring 1906 года выпуска. Один из немногих сохранившихся экземпляров этой практически неизвестной марки. Ранняя история этого удивительным образом сохранившегося до наших дней экземпляра неизвестна. Первые упоминания о нем
восходит к 1954 году, когда коллекционер из Калифорнии Эл Франкель приобрел его в качестве проекта. Автомобиль находился в исправном состоянии, но все-таки нуждался в хорошей реставрации. Однако семейные дела и другие экспонаты коллекции постоянно требовали к себе большого внимания. И руки до туриста у Франкеля дошли только в 2004 году. Стоит ли говорить, что малой кровью теперь было не обойтись? Поэтому начался кропотливый процесс восстановления Model K с нуля. За годы, пока Франкель владел автомобилем, было собрано огромное количество исторической информации о марке, включая клубные публикации, рекламные объявления того времени и даже набор оригинальных фотографий, использованных для заводского каталога запчастей. Все это помогло в восстановлении деталей, даже таких как болты и гайки. Сначала деревянный кузов был отправлен специалистам в Аризону для полной переделки. Работы были настолько специфическими, что в местной Калифорнии никого, кто бы взялся за них, просто не нашлось. После того, как восстановленный кузов был соединен с шасси, в 2007 году началась механическая часть проекта. Восстановление заняло долгие годы, и работы были окончены в начале 2012 года. Как мы уже говорили, автомобили, произведенные на Западе, отличались броской внешностью из-за ярких красок. Наш экземпляр не исключение. Восстановленный турист щеголяет белым кузовом с синими элементами, сверкающими латунными фарами, фонарями, эмблемой на радиаторе. Так как автомобиль, представленный здесь, был выпущен в 1906 году, мощность его силового агрегата составляет 20 сил. Это уже не первое появление Model K в продаже. Несколько лет назад он предлагался известным продавцом классических автомобилей из Сент-Луиса Hyman Limited. За сколько был продан уникальный экземпляр, неизвестно. Однако спустя совсем короткое время он выставляется на продажу без резерва на аукционе Меком в пенсильванском Харрисбурге. Цена продажи на сайте не указана, а сами торги состоятся 26-29 июля 2023. Историки марки склоняются к тому, что сейчас насчитываются буквально единицы выживших автомобилей, выпускавшихся под маркой «Турист». В продаже они практически не встречаются, и все в основном осели в различных коллекциях. Поэтому понять, какую сумму планируется выручить за Model K, не представляется возможным. Единственный автомобиль «Турист», который удалось найти, оказалась аналогичная модель, что и наша, но 1907 года и также в идеальном состоянии, проданная в далеком 2011 году аукционным домом Bonhams. Тогда она ушла с молотка за $54 990. Так что у нас с вами есть возможность посмотреть, насколько с тех пор изменился рынок и станет ли цена продажи машины 1906 года выше. А на сегодня это все. Спасибо, что листаете авторхивы. До встречи.